Заманчивое все включено. Всевозможные деликатесы 24/7. Коктейли в любое время дня и ночи. Все это осталось для меня немного там, в прошлом, в Египте. Обзоры роскошных и не очень резортов страны пирамид вы найдете в разделе «Отели Египта». А этим видео я начинаю новую рубрику на своем канале «Отели Испании». Начнем с маленького городского отеля в одном из красивейших уголков Испании, городе с названием Ронда. При выборе места, где остановиться, нам была важна близость к старому городу, наличие парковки и невысокая цена. Посмотрим, что предлагает Арунда 2 таким путешественникам, как мы. Отель занимает часть жилого дома, и мирно дремлющие испанские старушки на балконах могут целыми днями наблюдать за жизнью постояльцев. Возле самого входа организовано место для курения. В отеле этого делать нельзя. Также здесь можно выпить чашечку кофе. Ресепшн компактный, но для маленького отеля его вполне достаточно. Есть зона для ожидания и отдыха. На стойке регистрации вся основная информация. Ну а обстановка в целом напоминает настоящий музей. Тематику угадать легко. Быки и матадоры здесь представлены в разных видах. Ведь Ронду называют городом, в котором родилась коррида. Заселение пришлось подождать до 2 часов, хотя отель в этот момент был пустой. Итак, посмотрим, какой же нам достался номер. Первое впечатление. Комната, очень маленькая, а кровать по размеру скорее полуторная, чем двухспальная. Хотя обстановка в целом вполне приятная. За 8 лет жизни в Египте я повидала много отелей. А в основном это были отели 4-5 звезд, иногда случались 3-звездочные. Я знаю, что в Европе все по-другому. И звездность отелей здесь выглядит совершенно иначе. Сегодня я покажу вам 2-звездочный отель. А вы смотрите, делайте выводы, отличаются ли маленькие городские отели в Испании от тех отелей, которые я вам показывала в Египте. Комната, очень маленькая, хотя симпатичная. Большая кровать, мы просили одну большую кровать. Нам, конечно, хотели подсунуть комнату с 2 кроватями, но мы все-таки сменили на одну большую. Окошко еще не знаю, куда выходит, но давайте покажу вам комнату. Все, что есть в комнате, это шкаф. Все как обычно. Есть туалет. Здесь, кстати, вполне просторно. Все беленькое, чистое. Оказалось странным, что нет вытяжки или вентиляционной системы. Так что все ароматы ванной комнаты, увы, будут с вами. Зато есть упакованные одноразовые стаканчики, 4 пакетика геля для душа и 2 кусочка мыла. Фен в рабочем состоянии и чистые банные принадлежности. Так что претензий здесь нет. И посмотрим, что в окне. Кстати, один вообще очень странный нюанс. В номере нет холодильника. Я не знаю, когда мы будем ставить сегодня бутылку шампанского, потому что так получилось, что приехали мы в Ронду в мой день рождения. И посмотрим, что же там у нас в окошке. В окошке у нас система, которую я еще никак не вижу до конца. А в окошке у нас ничего. Старые испанские здания мне отчасти напомнили Египет. Здесь окна могут упираться в соседние здания, а также выходить во внутренние дворики размером метр на метр. Отель очень миниатюрный. По всей видимости, это часть какого-то большого жилого дома. И здесь все раньше было как в обычном жилом доме, только теперь переоборудован отель. Не знаю, для каких целей стоит в малюсеньком коридоре диван, но, в общем, я вот на нем сижу. Все в отеле украшено быками. Невероятно круто. Сейчас 20 минут стояла на малюсеньком ресепшене и рассматривала все экспонаты, которые там находятся. Так прям очень ассоциируется с музеем. Мы сейчас пройдемся по отелю.
В Ронде, как и во всей Андалусии, изображения быков вы можете встретить практически на каждом шагу. Но Арунда 2 постаралась на славу. В маленькое пространство отеля умудрились впихнуть невероятное количество быков и различных символов корриды. Слегка запыленная коллекция картин, фотографий, статуэток и всевозможных флагов и брошюр в сочетании с немного обветшалой мебелью, которую никто и не старался подбирать гармонично, создали свой особый шарм и колорит. На ресепшене, как и в коридорах каждого из 4 этажей, можно провести достаточно много времени, разглядывая все эти необычные экспонаты. И, конечно, всевозможные брошюры, буклеты, карты, путеводители. Все, что поможет туристу разобраться в красивом и интересном городке с названием Ронда. Согласитесь, что для двухзвездочного отеля оценка 8,1 – это не так уж и плохо. Еще одно достоинство Арунды 2 – то, что в стоимость номера включен завтрак, который оказался вполне приличным. Вы отправились. Приятного аппетита. Завтрак в маленьком отеле, который имеет статус 2 звезды, выглядит очень симпатично. Небольшая зона, раз, два, три, 5 на 6 столиков. Человек, который работает на ресепшене, поджарил на тосты, налил кофе. Кроме нас никого нет, наверное, все кушали раньше. Типичный андалузский завтрак, но все-таки расчет на то, что гости в отеле не только испанцы. Кроме традиционных тостов, в ассортименте представлены различные хлопья, а также, на мое удивление, вареные яйца. Почему на удивление, наверняка спросят некоторые. Да потому что я была уже в одном испанском отеле, и оказалось, что на завтрак в нем яйца не подают, хотя категория отель был выше. О нем я расскажу немножечко позже. Подводя итог, скажу, позавтракать здесь можно очень плотно, что мы и сделали, потому что впереди ждал насыщенный день. Пришло время собираться. В Арунде 2 мы провели всего лишь одну ночь. И в общей сложности находились в отеле очень мало времени. Определенные недостатки, конечно, были. Но важно помнить, что Арунда 2 имеет категорию всего лишь 2 звездочки. Итак, в моей копилке еще один маленький городской отель, но теперь это в Испании. В целом мне понравилось. Скромненько, но со вкусом, я бы сказала так. С мая 2022 моя жизнь еще раз кардинально изменилась. Уже не первый, не второй и даже не третий раз. Но путешествия по-прежнему остаются главной и очень важной частью моей жизни. Я приглашаю вас в путешествие вместе со мной по Андалусии и буду показывать ее такой, какой вижу я.